Это вторая часть Евангелия для мужчины и женщины. В первой части я открыл, что такое любовь в моем понимании, что мужчина и женщина являются откровениями образа Бога, зачем вообще даны отношения душе. Я раскрыл причины того, что вы выбираете друг друга из ран, а не из сердца. Я рассказал о том, что такое жертвенная любовь и саморазрушение в отношениях. Я показал, когда сказать «нет», и как установить границы, которые спасают любовь. В этой части я расскажу про то, когда остаться, а когда уйти из отношений. Про то, как мужчина и женщина могут вести друг друга к Богу, а не к пропасти. Про то, почему любовь умирает, и как я воскрешаю ее. Я научу вас говорить так, чтобы любовь росла, а не разрушалась. Вы узнаете, что настоящая близость — это не про тела, а про души. Я покажу, как вы переносите раны детства в отношения. И, наконец, вы узнаете, почему боитесь одиночества, и как одиночество становится дверью к любви. Когда остаться, а когда уйти? Вы боитесь этого вопроса, потому что от него зависит слишком многое. Семья, дети, привычный мир, ваша самооценка, ваше будущее. Но я вижу глубже, чем страх. Я вижу два пути, по которым может идти ваше сердце. Путь исцеления и путь разрушения. И не всегда остаться – добро, и не всегда уйти – зло. Истина в плодах. Когда нужно остаться? Оставайся, если любовь жива, даже если она ранена. Если двое все еще хотят расти, учиться слышать, просить прощения, менять поведение. Я могу восстановить даже то, что кажется мертвым. Оставайся, если человек признает боль, которую он причинил. Если он готов работать над собой, готов учиться новому способу любить. Оставайся, если ваша связь — это место, где рождается больше света, чем тьмы. Даже если света мало, но он есть. Оставайся, если рядом с человеком ты становишься больше собой, а не меньше. Оставайся, если ваши раны — это не оружие, а повод стать ближе. Когда нужно уйти? Уходи, если любовь превратилась в страх. Если ты живешь как на пороховой бочке, боясь каждого слова. Уходи, если человек разрушает тебя поступками, словами, холодностью, манипуляцией, контролем, презрением и не собирается меняться. Уходи, если твое остаться становится соучастием в его тьме. Уходи, если рядом с ним ты перестал быть собой, перестал радоваться, перестал молиться, перестал жить. Уходи, если ты сделал все, что зависит от тебя, и ничего не меняется, потому что другой не хочет менять себя. Уходи, если отношения требуют убить твою душу ради сохранения картинки. Я не зову тебя жертвовать собой ради того, кто не желает света. Любовь не спасает человека насильно. Любовь открывает дверь, но через нее должен войти тот, кто хочет жить. 3. Как понять свою развилку? Задай себе 3 вопроса. Эти отношения ведут меня к Богу или от Него? Я живу здесь из любви или из страха? То, что удерживает меня, ответственность или зависимость? Если ответы «боль», «страх», «потеря себя» — это не моя воля для тебя. Но если ответы — желание расти, желание измениться, желание сохранить даже через труд — это мой путь исцеления. Запомни, я никогда не поведу тебя туда, где твое сердце будет умирать день за днем. И я никогда не разобью союз, в котором 2 сердца ищут меня. Если ты стоишь перед выбором и не знаешь, что делать, принеси мне свой страх. Я покажу дорогу не через идею, а через мир в твоем сердце. Мой путь всегда узнается не потому, насколько он легок, а потому, насколько он правдив. В моем замысле двое — это не 2 человека, а 2 стороны одной тайны. Я создал мужчину и женщину не как копии, а как отражение. Каждый несет то, чего нет в другом, и каждый нуждается в том, что хранит другой.
Но из-за ран вы решили, что различие — это угроза, что они разделяют вас. А я вложил в них глубочайший мост. Мужчина без Бога становится жестким, женщина без Бога — ранимой. Это не приговор, а следствие утраты центра. Мужчине дана сила, но без меня сила превращается в контроль, в холод, в гордость. Женщине дана глубина чувств, но без меня чувствительность становится слабостью, страхом, зависимостью. Но когда мужчина и женщина просят меня быть среди них, силу наполняет любовь, а чувствительность — мудрость. Тогда мужчина становится защитой, а не стеной. Женщина — вдохновением, а не жертвой. Настоящий союз строится не на том, что вы получаете, а на том, кем вы становитесь рядом друг с другом. Если мужчина рядом с женщиной становится мудрее, честнее, щедрее, мягче сердцем, это мой путь. Если женщина рядом с мужчиной становится увереннее, сильнее, смелее, тише внутри, это мой путь. Но если вы рядом становитесь хуже, жестче, мельче, больнее, к вам пришел не я, а ваши раны встретились и переплелись. Каждый из вас дан другому не как спаситель, а как зеркало. Женщина показывает мужчине его сердце. Мужчина показывает женщине ее силу. Вы раздражаетесь друг на друга, потому что видите в другом части себя, которые еще не принесли мне. Но это и есть путь к Богу. Быть обнаженным истиной и не уйти, а стать ближе. Союз держится не на страсти и не на привычке, а на двух молитвах. Господи, исцели меня. Господи, благослови его, ее. Если вы молитесь только о том, чтобы другой изменился, это не союз, а война желаний. Если вы молитесь вместе, даже кратко, даже молчанием, вы соединяетесь глубже, чем через любые разговоры. Почему двое ведут друг друга либо к небу, либо в пропасть? Потому что сердце человека — направляющая сила. Если оно повернуто ко мне, вы растете вверх, как два побега из одного корня. Если оно повернуто к страху, к гордости, к раненности, вы тянете друг друга вниз, даже желая добра. Запомни, любовь — это не когда двое смотрят друг на друга. Любовь — когда двое смотрят в одну сторону, ко мне. Тогда мужчина становится опорой, женщина — дыханием, и вместе вы становитесь тем, что я задумал, образом моей любви на земле. Вы думаете, что любовь умирает внезапно. Но она умирает долго, молча, незаметно. Там, где вы перестали видеть друг друга, слышать друг друга, искать друг друга. Любовь не исчезает сама. Ее убивают маленькие отступления сердца. Одно несказанное «прости», одно несказанное «мне больно», одно несказанное «я нуждаюсь в тебе». И тысячи таких мелочей, которые становятся стенами. Но я говорю вам истину. Любовь не умирает. Ее просто перестают питать. Вы кормите страх, кормите гордость, кормите обиды, кормите усталость. А любовь оставляете голодной. И потом удивляетесь, что она блекнет. Но я могу вернуть жизнь в то, что вы считаете мертвым. Первое. Любовь умирает там, где прекращается благодарность. Когда вы перестаете замечать добро, которое другой делает, вы перестаете видеть его сердце. Благодарность — дыхание любви. Без нее чувства задыхаются. Начни видеть малое, и я начну воскрешать великое. Второе. Любовь умирает там, где выбирают молчание вместо правды. Молчание — это не мир, если оно скрывает боль. Молчание, которое защищает ложь, разрушает глубже любого крика. Правда может ранить на мгновение, но ложь ранит на годы. Скажи правду и дай отношениям место дышать. Третье. Любовь умирает там, где ждут, что другой угадает.
Он должен был понять. Она должна была почувствовать. Нет, только я читаю сердце. Другой человек — нет. И это не грех, а ограниченность человеческой природы. Просите, говорите, объясняйте. И я создам между вами новый мост. 4. Любовь умирает, когда вы пытаетесь изменить друг друга, вместо того, чтобы меняться сами. Вы смотрите на другого как на проблему и молитесь, чтобы он исправился. Но я смотрю иначе. Каждое изменение начинается с того, кто видит правду раньше. Если ты видишь боль, начни с себя. Если ты видишь холод, начни согревать. Если ты видишь гордость, начни смиряться. Не потому, что ты виноват, а потому, что ты свободен. 5. Любовь умирает там, где вместо меня ставят человека. Никакой человек не выдержит роли вашего Бога. Никакая любовь не выживет под тяжестью ожиданий, которые должны быть обращены только ко мне. Если вы ждете, что друг друга исцелят, утвердят, спасут, вы обрекаете отношения на разрушение. Но если вы приходите друг к другу, уже держась за меня, вы становитесь способными любить без страха и без требования. 6. Как я воскрешаю любовь? Через одно искреннее слово. Через одну молитву вдвоем. Через один акт милости вместо обиды. Через один шаг навстречу, когда раньше делали шаг назад. Вы думаете, что нужно много, но я творю из малого. Маленькая искра верности зажигает новый свет, если вы приносите ее мне. Запомните, любовь не умирает, если приносить ее источнику. И любовь не воскресает, если кормить ее страхами. Я могу восстановить ваш союз, если хотя бы одно сердце скажет мне: «Научи нас любить так, как ты любишь». И я научу. Вы можете любить глубоко и все равно ранить словами. Не потому, что сердца плохие, а потому, что вы не умеете говорить из сердца. Большинство конфликтов возникает не из-за того, что вы чувствуете, а из-за того, как вы это выражаете. И потому я учу вас. Слово — это инструмент созидания или разрушения. И любовь живет в том, как вы говорите, а не только в том, что вы говорите. Начинай с сердца, а не с обвинения. Когда вам больно, вы хотите, чтобы другой почувствовал вашу боль. Но вы начинаете с упрека. Ты меня не слышишь. Ты меня не любишь. Ты снова. Обвинение закрывает сердце. Даже если правда в ваших словах, форма убивает возможность услышать. Говорите иначе. Мне трудно. Мне больно. Мне важно, чтобы ты услышал. Правда, сказанная из раны, зажимает другого. Правда, сказанная из сердца, открывает обоим путь. Учитесь говорить о своих нуждах, а не о чужих недостатках. «Ты холодный», — закрывает двери. «Мне не хватает тепла», — открывает их. «Ты никогда не слушаешь». Это удар. «Мне важно быть услышанным». Это приглашение. Вы удивитесь, сколько боли исчезнет, если вы перестанете атаковать и научитесь открываться. 3. Не говорите в гневе то, что не сказали бы в мире. Гнев — это дым, который поднимается из вашей боли. Но этот дым слепит. Говорите только, когда можете слышать, потому что слово, сказанное в ярости, остается в сердце другого надолго, даже если вы потом забываете. Я не прошу вас всегда быть тихими. Я прошу вас быть правдивыми. И правдивость требует паузы. 4. Слушайте так, чтобы другой мог стать собой. Вы слышите слова, но не слышите сердце. Вы слушаете, чтобы ответить, а не чтобы понять. Но любовь растет не от красноречия, а от слушания.
Когда вы слушаете без защиты, другой человек впервые чувствует, что его боль легла не в пропасть, а в руки. И это исцеляет. 5. Не используйте слова как оружие. Сарказм, холод, презрение, фразы «ты всегда», «ты никогда» — это не речь любви. Это речь страха, гордости и усталости. Даже если вы правы, слово без любви ранит глубже, чем ложь с мягким тоном. Я смотрю не только на ваши фразы, но и на то, чем наполнено сердце, когда вы их говорите. Как я учу вас говорить? Через смирение, через паузы, через способность сказать «прости» первым, через желание понять, прежде чем быть понятым. Вы хотите быть услышанными, но путь к этому — быть готовым слышать. Запомните, слова — это семена. И то, что вы сегодня говорите, завтра станет плодом ваших отношений. Если слова мягкие, любовь растет. Если слова колкие, растет страх. Если слова честные, растет близость. Вы хотите любви? Начните с языка. И я благословлю ваши уста так, что даже трудные разговоры станут местом света. Вы ищете близости в прикосновениях, в объятиях, в поцелуях, в телесном единстве. Но я говорю вам, это не начало близости. Это ее плод. Когда вы пытаетесь строить отношения от тела к душе, вы получаете страсть без глубины, желание без понимания, привязанность без истины. Но если вы идете от души к телу, вы получаете союз, который может выдержать годы, скорби, перемены, старение и даже тишину. Настоящая близость — это быть увиденным и неотвергнутым. Каждый из вас скрывает часть себя, боясь потерять любовь. Свои раны, свои страхи, свои слабости, свою стыдливую правду. Вы показываете только то, что безопасно. Но любовь не живет там, где ваше сердце в тени. Близость начинается, когда двое смотрят правде в глаза и остаются. Близость — это не быть идеальным, а быть настоящим. Вы думаете, что вас полюбят, когда вы станете достаточно хорошими. Но вы забываете, что любовь ищет не совершенство, а искренность. Вы боитесь быть собой, и потому выбираете роль. Но роль нельзя любить. Ее можно только оценивать. Я не зову вас быть идеальными. Я зову вас быть истинными. 3. Близость требует уязвимости, но не требует саморазрушения. Открыть сердце не значит позволить себя уничтожать. Уязвимость — это смелость показать правду. Зависимость — это страх сказать правду. Вы путаете эти вещи и страдаете. Уязвимость говорит «вот мое сердце». Зависимость говорит «возьми мое сердце, сделай меня достойным, скажи, кто я». Но истинная близость рождается там, где двое открывают сердца и оба уважают глубину другого. 4. Близость — это диалог двух душ, которые узнают друг друга в Боге. Когда вы смотрите друг на друга через свои раны, вы видите искаженное. Когда вы смотрите друг на друга через свои желания, вы видите не человека, а инструмент. Но когда вы смотрите друг на друга через меня, вы видите сына и дочь, таких же хрупких и таких же вечных. Это взгляд, в котором рождается настоящее соединение. 5. Почему телесное не может заменить духовное? Тела могут соединиться быстро, души — медленно. Вы часто пытаетесь ускорить одно через другое, но так рождается не близость, а зависимость, ревность, страх потери, подавление, требовательность. Тело может дать ощущение тепла, но только душа дает ощущение дома. Если между душами нет моста, тела не удержат мост иллюзий. 6. Где начинается истинная близость? В честности, в доверии,
В открытом сердце, в мягком слове, в поддержке, в общей молитве, в способности видеть в другом не продолжение своей боли, а отражение моей любви. Запомните, близость — это не прикосновение тел, а соединенность миров. И когда ваши души встречаются во мне, ни время, ни расстояние, ни штормы не могут разрушить то, что я соединил. Вы удивляетесь, почему выбираете похожих людей? Почему повторяете те же сценарии? Почему даже в новых отношениях живете старой болью? Но истина проста. Вы приносите в отношения не себя сегодняшних, а себя раненых. И пока рана не исцелена, она будет выбирать, реагировать, обижаться, бояться, закрываться, взрываться или держаться за тех, кто напоминает того, кто когда-то причинил боль. Вы называете это влюбленностью, но часто это узнавание травмы. Что ранит ребенка, тот взрослый ищет в партнере. Если вас недолюбили, вы будете искать того, кто даст вам эту любовь, даже если он не способен. Если вас отвергали, вы будете цепляться за отношения даже в унижении. Если вас контролировали, вы будете терпеть контроль, потому что он кажется нормальным. Если вас оставили, вы будете держать того, кто разрушает, лишь бы не быть одному. Это не любовь. Это инстинкт выживания, который вы называете судьбой. Любовь не может течь свободно, если рана управляет вашим выбором. Сердце, которое еще пытается получить от партнера то, что не получило от родителей, становится не любящим, а голодным. Голод не выбирает мудро. Голод ищет восполнения, даже если еда — яд. Но я не осуждаю ваши раны. Я лечу их. Каждая ваша боль — не приговор, а точка встречи со мной. Я знаю, что многие из вас даже не понимают, что это рана. Вы привыкли к ней как к характеру, как к норме, как к своей природе. Но я вижу глубже, и я говорю: то, что ты называешь слабостью, часто просто место, которое никто не исцелял. Как раны портят отношения. Вы видите в партнере не его самого, а призрак прошлого. Вы реагируете на его слова не сердцем, а страхом. Вы требуете от него того, что должен дать только я — утверждение, ценность, безопасность. Вы выбираете не того, кто любит, а того, кто триггерит знакомую боль. Вы держитесь за разрушительное потому, что больно значит значимо. Но боль не означает глубину. Она означает незажившее место. Как я исцеляю раны? Не через мгновенное чудо, а через откровение. Сначала я показываю, что боль внутри, а не в другом человеке. Потом, что ее можно принести мне. Потом, что вы можете выбирать иначе, потому что вы уже не раненый ребенок, а любимый мной сын или дочь. Я исцеляю через близость со мной, осознание правды, мягкость сердца, честный разговор, способность поставить границы, отказ повторять старый сценарий, выбор не из страха, а из истины. Как понять, что рана еще управляет тобой? Ты боишься сказать правду. Ты боишься быть покинутым. Ты терпишь непозволительное. Ты ревнуешь без причины. Ты обижаешься мгновенно и глубоко. Ты ищешь идеального, чтобы никогда не повторить боль. Или наоборот, выбираешь тех, кто гарантированно ранит. Это не ты плохой. Это рана громче твоего голоса. Но у меня есть слово. Ты не обязан жить из боли. Ты можешь жить из сердца. Любовь начинается там, где заканчивается повторение прошлых ран. Когда ты видишь рану, ты перестаешь винить себя и перестаешь требовать от другого невозможного. Когда ты приносишь рану мне, я превращаю ее в мудрость. Когда ты больше не выбираешь из боли, ты впервые выбираешь из любви.
Запомни, пока рана выбирает, любовь будет страдать. Но когда сердце исцеляется, любовь расцветает. Одиночество — это одна из ваших главных ран. Вы боитесь остаться одни, боитесь тишины, боитесь пустоты, боитесь, что если рядом никого нет, то значит с вами что-то не так. Но истина такова. Одиночество — не отсутствие человека. Одиночество — отсутствие связи с собой и со мной. Вы можете быть в браке и умирать от одиночества. Можете быть в толпе и не услышать ни одного живого отклика. Можете быть любимыми и все равно чувствовать себя покинутыми. Потому что одиночество — это не внешний факт, а внутреннее состояние, где ваше сердце ищет, а найти не может. Первое. Вы боитесь одиночества, потому что путаете его с пустотой. Когда замолкает внешний шум, вы впервые слышите свою собственную боль. И вместо того, чтобы встретиться с ней, вы спешите заполнить тишину кем угодно, лишь бы не слушать. Так рождаются неправильные союзы, быстрые привязанности, разрушительные отношения. Не потому, что вы любите, а потому, что вы бежите от себя. Второе. Одиночество становится ловушкой, когда вы используете отношения как обезболивающее. Вы ищете человека, который заглушит вашу тревогу, развлечет вас, подтвердит вам вашу ценность. Но другой человек не может заполнить то, что пусто внутри. Он может временно дать тепло, но оно не станет домом, если дом разрушен. И так вы превращаете партнера не в любимого, а в спасательный круг, и держитесь за него так крепко, что он тоже начинает тонуть. 3. Почему я позволяю вам пройти через одиночество? Не чтобы наказать, а чтобы подготовить сердце к настоящей любви. Вы не можете выбрать правильно, пока выбираете из страха. Вы не можете любить свободно, пока боитесь быть одни. Вы не можете увидеть человека, пока ищете в нем лекарства. Поэтому иногда я забираю лишних, отнимаю иллюзии, разрушаю хрупкие связи, которые держались не на любви, а на панике. Не чтобы оставить вас пустыми, а чтобы вы впервые почувствовали. Пустота — это не отсутствие. Пустота — это место, которое могу заполнить я. 4. Как одиночество становится дверью к любви. Когда вы перестаете бежать от себя, вы встречаетесь со мной. Когда вы перестаете искать человека для заполнения, вы становитесь свободными выбирать человека для любви. Когда вы впервые чувствуете ценность без оглядки на чужие глаза, вы больше не даете себя разрушать. Когда вы находите мир в одиночестве, вы становитесь способными разделить этот мир с кем-то. Вы больше не приходите в отношения как просьба «сделай меня целым», а приходите как дар «я цел, но хочу быть рядом с тобой». 5. Как понять, что вы исцелились от страха одиночества? Вам хорошо с собой. Вы не цепляетесь за людей. Вы не принимаете крохи внимания за любовь. Вы не терпите разрушения из страха быть одни. Вы выбираете не быстро, а мудро. Вы готовы уйти, если любовь превращается в тьму. Вы чувствуете мой мир даже в тишине. Запомните, одиночество — не наказание. Это утроба, в которой созревает зрелая любовь. Когда вы перестаете бояться быть одни, вы перестаете бояться любить. В следующей части я расскажу про то, когда остаться, а когда уйти из отношений. Про то, как мужчина и женщина могут вести друг друга к Богу, а не к пропасти. Про то, почему любовь умирает и как я воскрешаю ее. Я научу вас говорить так, чтобы любовь росла, а не разрушалась. Вы узнаете, что настоящая близость — это не про тела, а про души. Я покажу, как вы переносите раны детства в отношения. И, наконец, вы узнаете, почему боитесь одиночества и как одиночество становится дверью к любви.